Спустя 3 часа созерцания на заснеженные горы и деревни, проплывающие за окном автобуса, мы наконец-таки добрались до второй точки нашего маршрута по Македонии, города Охрид. И это, пожалуй, одна из самых узнаваемых локаций в Македонии. Вот уже 22 марта, если не 23. Марина Витальевна, какое сегодня? 22 марта. Но снег продолжает идти. С одной стороны, очень красиво, и все горы действительно заснеженные, они просто выглядят фантастически, просто фантастически. Когда мы ехали сюда, петляя по горному серпантину, это было просто нечто. Но на самом деле мы пытались убежать от холода, который нас преследовал в России, но привезли холод вот в этом задрипанном и старом потертом рюкзачке с собой. И это правда. Охрид встретил нас с скупой нордической сдержанностью. Низкими свинцовыми облаками, ледяным ветром, пронизывающим до самых костей, пейзажами, больше напоминающими какую-нибудь северную страну. А отсутствие людей на улицах придавало картинке еще большей постапокалиптичности. И в этом, несомненно, был свой шарм. Эпизод 2. Охрид. Я не прощаюсь с тобой, я говорю тебе до свидания. История Охрида берет начало в 3 веке до нашей эры. Тогда он был еще в составе Римской империи. На протяжении своей жизни город повидал многое. Охрид даже может похвастаться тем, что на некоторое время при царе Самуиле стал столицей болгарского царства. Впоследствии, в ходе Балканских войн, Охрид переходил то к Византии, то к Латинскому королевству, потом вновь к Болгарии, пока не был завоеван Османской империей. Турецкая ига длилась свыше 500 лет. Однако немалое число церквей сохранилось, и сама православная традиция не канула в лета. Но то дела давно минувших дней, а сейчас Охрид с населением 55 с небольшим тысяч человек – главный курорт и главная здравница страны. Сюда в летние месяцы, спасаясь от изнуряющей жары, съезжаются все, кто не может позволить себе отдых на море где-нибудь в Турции, ну или в той же Греции. Еще Охрид называют славянским Иерусалимом, поскольку именно отсюда по православному миру зашагала письменность. Когда-то местные говорили, что церквей у них больше, чем дней в году. Считалось, что их здесь в районе 365 или даже чуть больше. Сколько сохранилось по сей день, неизвестно. Город Охрид – знаковое место притяжения для православных паломников со всего мира и входит во все самые известные паломнические маршруты по Балканам, наряду с теми же сербскими и черногорскими городами. А пока небольшая пауза, чтобы я мог привести дыхание в порядок. Предлагаю ответить с первого взгляда на достаточно простой вопрос. Кто придумал кириллицу? Святой Климент, человек, который прожил 30 лет в Охриде и основал здесь книжную школу. Наум Охридский был преемником Климента и после него возглавил эту книжную школу. Кирилл и Мефодий. Тут, наверное, все ясно. Кто не забыл школьный курс истории, должен помнить, кто эти люди. Святой Лаврентий. Тоже один из учеников Кирилла и Мефодия. Информации по нему не так много. Как говорится, времени на раскачку нет, поэтому барабанная дробь и это, конечно же, Святой Климент. Здесь, в центре города, какая-то невероятная концентрация церквей и храмов. И это несмотря на то, что сам город находился более 500 лет под османским владением. Но для меня, пожалуй, самым интересным и отчасти даже обескураживающим фактом оказалось то, что по одной из версий Охрид – это родина нашей с вами азбуки. И придумали ее не Кирилл и Мефодий, как нас учили в школе, а Святой Климент, как раз таки ученик Кирилла и Мефодия. Святой Климент – знаковая личность не только для Македонии, но и для всего православного мира. Его имя носят улицы, библиотеки, школы, университеты, причем не только в самой Македонии, ну и, конечно, церкви и монастыри. Так вот, Климент был одним из учеников Кирилла и Мефодия, под началом которых трудился над созданием славянского алфавита. В итоге на свет появилась глаголица, а через какое-то время, когда на нее уже перевели ряд священных книг,
Оказалось, что она несовершенна и нужны доработки. После смерти Кирилла все это легло на плечи Климента, который 30 лет провел в Охриде, основал здесь книжную школу и, как вы, наверное, уже догадались, справился-таки с задачей и создал кириллицу. И так получилось, что именно храм святого Климента стал первым, который мы посетили в Охриде, выйдя на него случайно под вечер первого дня. Вокруг храма вот уже 20 лет ведутся раскопки, то ли древнемакедонских, то ли римских античностей. Сам храм во времена Османской империи был полностью разрушен, на его месте была возведена мечеть. Однако в 2002 году мечеть была демонтирована, а на ее месте по старым чертежам был возведен новый храм. А кульминацией и настоящим украшением всего дня стал пьянящего вида закат, увидев который я, что называется, толкнул речь местами спорную, но зато искреннюю. Ну, какое Бали, какое Гоа. Посмотрите на этот волшебный розовый цвет на горах, посмотрите на эти снежные шапки. Это действительно близко сердцу, это настолько близко духу, это настолько затрагивает какие-то потаенные струнки души. Я не знаю, это не передать словами, на это нужно просто смотреть. Это вряд ли передаст камера. На следующий день мы отправились к самому главному открыточному виду Охрида – церкви Иоанна Канео. Путь лежал вдоль берега Охридского озера, которое в солнечную погоду уже не было столь угрюмым и зловещим, как в день нашего приезда. На самом деле даже было немного жаль, что сейчас не лето, и нельзя вот так вот запросто с разбегу, или же наоборот осторожно и не торопясь зайти в эти прозрачные воды древнего озера. Еще издалека, когда мы только заприметили очертания церкви, я сразу узнал ее. В памяти зашевелились картинки из ЖЖ. Когда-то в начале нулевых я читал заметки первых путешественников про Македонию и запомнил именно эту церковь, что в принципе неудивительно. А вообще помните времена, когда не было Орлов и Решек, Птушкиных и прочих блогеров? А узнать о новых странах можно было разве что посмотрев программу «Непутевые заметки» или «В поисках приключений» с Михаилом Кожуховым. Да, это были времена. А вот и самый известный и растиражированный буквально во всех рекламных материалах об Охриде и Македонии храм Иоанна Канео, который относит аж к 13 веку постройки. Храм небольшой, но его основная изюминка заключается в том, что он находится в очень живописном и вместе с тем очень уединенном месте, на скале, откуда открываются просто живописнейшие, просто сногсшибательные виды на Охридское озеро. А закончим мы с вами церковную тему вот в этом месте. Знакомьтесь, церковь Святой Софии, построенная в конце 9 века еще при жизни святого Климента. Я надеюсь, что вы еще не забыли, кто это. Обратите внимание на внешнюю галерею. Если приглядеться, то можно увидеть, что она расписана фресками. В архитектуре этой церкви чувствуется тот самый византийский почерк. Рекомендую заглянуть внутрь, где вас ждет собрание болгарско-византийского наследия. У нас, к сожалению, этого сделать не получилось, потому что церковь, как и многие другие объекты, была закрыта. Ну что же, не единым православным прошлым живет Охрид. Вот она, главная жизненная артерия города. Она же пешеходная улица, она же рынок. Кстати, как думаете, чье имя носит эта улица? Абсолютно верно, Святого Климента. Здесь вы точно сможете купить на память сувениры, одежду, подстричься, набить татуировку, выпить кофе, пообедать, одним словом, закрыть практически любые туристические потребности. Главная туристическая улица города представляет из себя один большой ювелирный магазин. И торгуют здесь охридским жемчугом, или же охридским бисером, как его здесь называют. Охридский бисер – это местный бренд. Я бы сопоставил его значимость, скажем, с янтарем в Литве. Ювелирные изделия с этим видом жемчуга носили английская королева, принцесса Диана и жена Йосипа Броз Тита. Цены в магазинах варьируются от 300 македонских динар и до бесконечности. Так что, перефразируя цитату из любимого фильма «Кто в Охриде не бывал, тот жемчуга не видал».
Признаюсь честно, я люблю крепости, а если крепость представляет какую-то историческую ценность, и к тому же с нее открывается панорамный вид, то здесь вообще без вариантов. Поэтому, чтобы попасть в Самуилову твердыню, было предпринято целых 2 попытки. А за моей спиной вход в крепость Самуилова твердыня. Она должна была стать нашей второй крепостью в Македонии после крепости Скопье, но мы, к сожалению, не попали сюда, потому что работает эта крепость только до 3 часов. А сейчас я сделаю то, что называется модным словом «закрыть гельштальт». Но я скажу проще. Сделаю то, что должен был сделать еще вчера, а именно забраться на Самуилову твердыню и лицезреть панораму этого прекрасного города и показать ее, конечно же, вам. Поэтому, преодолевая мощный подъем, мы попробуем туда попасть. Ну что ж, дорогие друзья, как вы можете догадаться... И как вы можете видеть по моему истерическому смеху, попасть туда все же не удалось. Однако запустить квадрокоптер получилось еще первый раз, поэтому делимся с вами тем, что есть. Еще одно обязательное к посещению место – это античный амфитеатр Охрида. Это единственный древнегреческий театр в стране, остальные относятся уже к римскому периоду. Кстати, во времена Римской империи тут проводились гладиаторские бои. С 2001 года амфитеатр служит местом проведения музыкальных фестивалей, пьес и балетных выступлений. И я уверен, когда закончится пандемия, здесь возобновятся концерты, как это было ранее, как это было всегда. Потому что акустика здесь, на самом деле, просто невероятная. Я, конечно, не буду кричать сейчас, дабы не распугать мирно спящих горожан. Но акустика здесь действительно волшебная. Давайте проверим сейчас. Я много говорил о самом городе и его достопримечательностях, но было бы непростительной ошибкой не сказать и об одноименном озере. Ведь озер такого возраста, а это около 5 миллионов лет, всего 3. То есть это наш Байкал, это Танганьика африканская и это Охридское озеро. Обычно озера живут примерно 100 тысяч лет, а потом исчезают. То есть они засоряются, забиваются илом. Но из-за очень большой глубины, это примерно 288 метров, и из-за того, что в это озеро впадает не так много рек и ручьев, как мы видим, Охридское озеро сохранилось. Ну вот и подошло время заканчивать свой рассказ. Хочу добавить разве что небольшое послесловие. С Охридом у нас вышел парадокс. С одной стороны, это один из самых фотогеничных, уютных и приятных городов, где мы побывали за время нашего путешествия по Балканам. А с другой стороны, сев монтировать видео, я обнаружил, что материала ничтожно мало, будто бы мы здесь ничего и не снимали. Возможно, это и так, я не помню всех деталей, помню лишь свое состояние внутреннего спокойствия, гармонии с собой и желание остаться здесь еще хотя бы на денек. А разве не это главное, когда ты приезжаешь в новую страну и в новый город? Так что я не прощаюсь с тобой, Охрид. Я говорю тебе до свидания. Натыкаясь в очередном городе на римские артефакты, сейчас, смотри, серьезно, дубль, об одноименном озере. Еще раз. 3 дубля делаю, все. Доня не ступила. Ух, я запыхался. Что значит год без тренировок? А так вот, пандемия дает о себе знать. Запыхался, ребята. Фух, о чем это я? Он роднее, что ли? Шутка. И вне сезон ты можешь действительно отдохнуть. Отдохнуть от людей. А что еще нужно в большом городе, если не отдых от людей? Мне кажется, это самое лучшее.